Острая свинина по-корейски. Это очень легкое и достаточно быстрое блюдо в приготовлении. Готовится в 3 ступени. Просто нарезаются овощи и мясо, затем делается маринад, маринуется мясо и затем оно просто приготовляется, тушится. Итак, начинаем с нарезки овощей. Первое – это капуста. Капуста в объеме 200 грамм. Я кладу в это блюдо овощей много, но вы можете и уменьшить их количество. То есть я кладу мясо к овощам 1 к 1 в таких пропорциях, но их можно менять по вашему вкусу и предпочтению. Капусту мы нарезаем кусками среднего размера, ближе к маленькому, и затем луковица. Нам потребуется 1 среднего размера, которую мы нарезаем тонкими или среднего размера полукольцами. Капусту и лук можно сразу класть вместе, потому что закладывать в процессе приготовления тоже будем вместе. Затем 2 зеленых перца чили мы нарезаем среднего или мелкого размера кольцами. Это можно и пропустить, если вы не хотите делать блюдо острым. Далее 5 стручков зеленого лука мы нарезаем мелкими кольцами. То есть блюдо само по себе острое, но некоторые ингредиенты из него можно убрать и сделать его не острым. Итак, зеленый лук и чиль тоже можно положить вместе, так как закладывать мы будем их вместе. После нарезки овощей мы приступаем к нарезке уже мяса. Свинина в объеме 300 грамм. Можно использовать любую нежирную часть свинины, то есть свиное мясо. И мы нарезаем достаточно тонкими кусками. То есть чем тоньше вы сможете нарезать, тем лучше. В магазине, в некоторых магазинах можно даже, если такая услуга существует, попросить нарезать на слайсере, чтобы получилось достаточно тонко, потому что если делать дома самостоятельно, то на это уходит достаточно время. Итак, нарезаем как можно более тонкими кусками, для того, чтобы мясо приготовилось достаточно быстро и легко и быстро жевалось. Теперь мы делаем маринад. Сахар 1 столовая ложка, и затем красный молотый перец, тоже 1 столовая ложка. Если вы не хотите есть острое, просто уберите молотый красный перец и уменьшите количество чеснока. Чеснок в объеме 1-2 столовые ложки, я кладу 2 столовые ложки. И затем добавляем сироп в объеме 1 столовой ложки. В Корее используют кукурузный сироп. Если у вас нет сиропа или не хотите, просто замените на 1 столовую ложку сахара. И теперь добавляем соевый соус в объеме 7 столовых ложек. Почему так много? Потому что я добавила достаточно много овощей, 1 к 1. Если вы овощей кладете меньше, чем я кладу, то тогда можете использовать 5 столовых ложек соевого соуса. И теперь мы с вами все хорошо перемешиваем, все специи, и закладываем туда прежде нарезанное мясо. Теперь нам нужно это все хорошо перемешать, мясо с маринадом. Делаем это достаточно долго, желательно где-то в течение 3 минут, и при этом массажируем мясо, чтобы оно уже начало хорошо пропитываться. И когда закончите мешать, вот так вот его немного попрессуйте рукой. И затем нам нужно поставить его в холодильник на час, можно даже на сутки, если вы хотите готовить на следующий день, но минимум на 30 минут, чтобы оно промариновалось. Далее мы нагреваем сковороду с растительным маслом, или можно не использовать масло, или заменить его на оливковое, как вам больше нравится. И через указанное время мы достаем уже замаринованное мясо, распределяем его по сковороде и начинаем готовить на среднем огне. Затем, когда мы добавим овощи, нам нужно будет огонь прибавить. Когда мясо прихватится уже с одной стороны, мы его переворачиваем на другую сторону, и можно начинать закладывать овощи. Сначала мы закладываем лук и
капусту, потому что они гораздо тверже, им нужно больше времени для приготовления, чем чили и зеленому луку. И все это мы хорошо перемешиваем, чтобы овощи тоже пропитались соусом. И здесь можно уже огня прибавить и готовить уже на более сильном огне, чем на среднем. Продолжаем все это тушить, иногда помешивая. Когда капуста и лук размякнут, то можно закладывать и другие овощи. Чили, прежде нарезанные чили и зеленый лук. И опять все хорошо перемешиваем. Продолжаем готовить. Как только чили и зеленый лук немного размякнут, можно уменьшить огонь, продолжать готовить, помешивая, пассируя до тех пор, пока овощи не размякнут, но не до конца. То есть они должны сохранить некую плотность, чтобы их было приятно жевать, некоторую плотность. И также должно остаться немного соуса. Перед подачей мы посыпаем все это кунжутными семенами и все, можно приступать. Как я и говорила, за счет того, что мы нарезали мясо достаточно тонко, оно будет практически буквально таять во рту, но оно сохраняет свою, опять-таки, сочность. Это блюдо лучше всего есть с рисом, поскольку оно азиатское, можно даже перемешать его с рисом и есть так. Но я думаю, что и с картошкой, жареной или вареной, тоже будет вкусно. Надеюсь, вам было интересно. Сейчас есть возможность еще раз ознакомиться с ингредиентами. И приятного вам аппетита!